2 дня здесь было великолепно. А ночью сегодня погода резко поменялась. Вот резко поменялась. Холодно, дождь. Но хуже всего с океана, с моря. Пришла такая волна, ну такая заметная, которая спать совершенно не давала. То есть я проснулся где-то часа вот в 3 от того, что ездил по кровати влево-вправо. Не, ну это ни в какие рамки. Ну зачем это надо? Поэтому сегодня вот только-только солнце взошло, первое, что я делаю, даже до завтрака, чашечка эспрессо и отсюда валить. 28 миль туда, остров Экзума. Погодка там достаточно жестокая будет. Ветер будет 20, наверное, 5 всегда, но вниз по ветру. Не, вот качает всех, не только меня. Вот так это выглядит, если зафиксировать. Не, ну я от этого вообще нисколько не страдаю, но это ж неудобно. Ни чай не попить там. Все по тарелке ездит. Ладно, спорим в море. Все, покинул я эту стоянку. Теперь, в принципе, все готово, чтобы поставить парус. Сейчас глубина будет побольше. Вот мы выйдем вот сюда. Ветер 20. Вниз по ветру. Я думаю, это будет быстро. Удивительно, как погода может поменяться от абсолютно гладкой идиллии до вот как бы это назвать? Не поспишь. 7 утра. Но переход всего 20 миль, это до самого острова. Остров. Это кто? А, Аэроника, мой сосед. Видишь, они раньше меня вышли. До него расстояние 4 мили. Вряд ли мы их догоним. Вот, Фаул-Ки. А нам где-нибудь вот Стокен-Айленд там и встать. Паруса стоят. Все паруса. То есть при ветре 20, скажем, 4-8 узлов вниз по ветру. А может и догоним катамаран, кстати. Ближе там к Экзуме. Вот так море выглядит. Спокойно, спокойно. Добавил немножко паруса. Ну и ровнее, конечно, лодка идет. Перегружать без необходимости ни к чему. Три часа и на точке. Хотя, я думаю, Гены можно и добавить немножко все-таки. Чтобы и нет. Открутили Геную. Подтянули лебедку. А грот оставить где-то здесь. Все, теперь можно спокойно наслаждаться морем. Кстати, о море. И это только еще предвестник того, что придет, скажем, сегодня ночью. Это тот самый ветер 40, о котором я упоминал в предыдущем видео. Не факт, что это можно будет пережить на той стоянке. Но Джорджтаун Экзума с места очень защищенное. Классно, смотрите.
И при этом кораблик идет ровно, плавно. На этой якорной стоянке качало сильнее было невозможно. А сейчас легкий крен на левый борт. И, собственно, это все, что у нас есть. Я теперь уже не один, еще кораблики вышли в море. То есть какое у нас расстояние? Потихонечку расстояние сокращается, но это же не гоночная регата. Это, кстати, Леопард 45. Леопард 45 катамаран. Очень мне он нравится, красивый. Вон там вдали парус. Наверное, даже не видно на камере. Добавился легкий дождик ко всему этому. Думаю, пора закрыть. Ура, полюбуйтесь. Теперь стабильно 24-25. И это хорошо. Скорость стабильно за 8. Как там наш друг поживает? Все скрылось в тумане, в далекой дымке. И даже парусов не видно. Ну ладно. Может, там катамаран показался. Все-таки 4 мили должно быть видно. Я даже побриться не успел. Вот что значит качка на якоре. 31-32 ветер там. Это хорошо, что я паруса убавил заранее. Вот если смотреть прогноз погоды на винде, то сегодня было бы 13-14 ветер. Вот так вот где-то. Это уже ветер свистит в снастях. В стоячем такелаже. Так вот. Кораблик-то летит прям. 8,5. Но я к чему? Что почти полпути. Скорость у нас с ним примерно одинаковая, у катамарана тоже 10 узлов. Классно. Мне кажется, и море поспокойнее стало. А может, я ошибаюсь. Каждый раз, когда порыв приходит, иголочка чуть-чуть наклоняется, ветер сходит. Мы остаемся на курсе. 8:30 утра. Солнышко. На самом деле очень классно. Иногда вот такая погода нужна, чтобы, ну, для разнообразия. Для разнообразия.
без комментариев. Но полпути проделано полпути. Я думаю, самая хитрая часть будет это зайти таки за рифы на Экзуме. Сейчас отлив начинается, уже начался. И отлив против такой волны будет забавно. Как минимум. Посмотреть. Волны пипец просто стали здесь. А ветер сейчас стабильно за 30. И очень какая-то активность по радио слышу. Но это где-то сильно далеко. 33. Да, груд убрал. И стало гораздо плавней. Мне интересно, как они на катамаране в такую вот волну и погоду себя чувствуют. Я думаю, они там просто офигевают. А может и нет. Может наоборот комфортно. Ай-яй-яй. Было 40. Ничего не пострадало, только упал вон. Подушка слетела. Опять 35, 37. Если сильно кренит или немножко заброчилось, я груд отпускаю, вот эту веревочку. И корабль возвращается на курс. Что у нас тут? Никого не видно. Вот условия они примерно такие же, как при переходе какие были при переходе из Пуэрто-Рико в Доминиканскую республику. Через Моно Пэссидж. Но здесь сейчас гораздо комфортнее, чем в тот раз. В той ситуации еще и течение было какое-то. И волн была совершенно другая форма. Лодка по ним... Ой, они стукались о корпус, перекатывались через лодку. То есть сейчас, в принципе, очень nice. Очень комфортно. 7 миль. Кстати, не думайте, что я хожу куда там по палубе без жилета. Он у меня всегда со мной, я его одеваю. Вот. И даже у меня есть эти safety lines пристегиваются. 4,6 мили до точки. И хорошая новость, раз катамаран таки зашел сюда, значит, наверное, я смогу проделать то же самое. Очень красиво. И оказался остров Экзумос. Это Pigeon Cay. Полторы мили.
Я вот практически уверен, зайду туда за внешние островки, и вода станет гладкой и красивой. Волнительный момент впереди. Заход в пролив между островами. То есть ветер 34. И волны здесь на мелкоте, а? 36 уже. Ё-моё. Мне, короче, не до съемок. Если что. Да, это было жестко. Но мы почти под прикрытием вот этих дел. Еще чуть-чуть. Могу выйти поснимать даже уже, наверное. Ветер 33-34. Ну, нормально. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я думаю, паруса убрать где-то вот здесь. И вот вся братва тут стоит. Я к ним и туда и присоединюсь. Вау. Финальный кусочек пути. 35. Вот здесь скрутка парусов. И вон стоянка. Паруса убраны. Быстрым ловким маневром. Успех близок. Ну и под конец пошел дождь. Теперь вообще ничего не видно. Да. Ну. Я думаю, сейчас прояснится. Все. Финал. Финал путешествия. На якоре. Sand Dollar Beach. И на этом можно было бы сказать и все, но хочу добавить еще один важный момент. Эта якорная стоянка для меня очень символична. Ровно, наверное, 4, может быть 5 лет назад я стоял здесь на своей предыдущей яхте. Beneteau 41.1 Melody. Это самая дальняя точка, на которой я из Анаполиса дошел. А так было супер, ну вообще, ну классно же. Я сухой весь. Что еще надо? Что еще хотеть от яхты? В комфорте. И быстро доставил из точки А в точку Б. Даже в такую погоду. А вот теперь все.